Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня мы добавим такой полезный функционал нашему ВКБшному джойстику, как триммер. Вопросы зала? А зачем нам настраивать триммер на джойстике, если мы можем настроить его в игре? Ну, собственно, ответ на вопрос, хороший вопрос, ответ на него универсальность. Мы сохраним функцию триммера непосредственно в контроллерах Джоя, которая будет влиять непосредственно на работу осей ручки, и это будет работать во всех играх без исключения. То есть нам не нужно будет ни в DKS, ни в BZS, ни где там еще отдельно настраивать кнопки под триммер, да, выбирать функцию работы этого триммера и все такое. Оно все уже в ручке в нашей, в джойстике. Мы запустили игру, полетели, кнопочкой оттриммировали ось как нам надо, и она тут же в игре прям сразу применилась. Все универсально, просто один раз забиндил и полетел. Поехали. И, к слову, мы триммер настроим не только под самолет, но и под вертолет. Он, как вы знаете, в том же DKS он работает немного специфически и отлично от самолетного. Вот. Но даже такой функционал можно забить ПКБшный джойстик и применять его универсально в любом авиасимуляторе. Самолетный триммер настраивается достаточно просто. Так у нас для этого уже выделена даже отдельная функция в конфигураторе ВКБ. Так, для начала, давайте мы решим, какую ось мы будем биндить, какую ось мы будем триммировать. Давайте у нас будет Y, да? Ось тангажа, и это у меня ось под номером 2, да, ID 2. Что делаем? Выбираем кнопку, какую мы хотим использовать под триммер. У меня это традиционно, практически на всех крафтах, это у меня вот эта вот самая хатка, нижняя центральная. Находим, где она у нас активируется, какие кнопки под нее относятся. Так, вот у нас будет, значит, там, вверх-вниз это понятно, триммер плюс, триммер минус, а нажатие это будет сброс триммера в 0. Заходим в кнопку, выбираем в ней функцию триммер. У нас несколько подфункций. Имеется триммер reset, это будет тот самый сброс триммера при нажатии на хатку, на центр хатки. Триммер плюс, триммер минус, это у нас базовый функционал, то есть классический, именно та самая классическая функция триммирования. Триммер auto плюс и минус дают нам триммирование только в момент нажатия хатки. То есть вот у нас хатка нажата, у нас работает триммер. Мы ее отпустили, триммер сбрасывается. Триммер set плюс и минус. При выборе этих функций триммирование происходит на какое-то конкретное выставленное значение. То есть вот мы тут можем указать, это процентная величина хода оси. То есть если мы выбираем, например, там 30, то у нас при нажатии триммера на плюс у нас будет центр оси прыгать на 30% от этой оси вперед. Вот. Но нам функция это не интересна, собственно, как и функция auto. Нам интересен только триммер плюс и минус. Триммер return это у нас возврат в предыдущее значение триммера. Тоже в данном случае нам оно не интересно. То есть нас интересует вот триммер reset плюс-минус. Выбираем плюс, выбираем ID нашей оси, это будет у нас 2. Тут мы можем выбрать, как быстро будет этот триммер работать. То есть у нас либо есть вот конкретный мультипликатор уже, то есть в 2 раза быстрее он будет двигаться от дефолтной, так сказать, скорости передвижения в 4, 8, 16 и так далее. В данном случае у нас стоит free, мы можем тут задать свой собственный мультипликатор, если нам это необходимо. Давайте поставим 8. С одной кнопкой разобрались. Теперь задаем по аналогичным образом триммер минус. Минус. Опять ось 2. И тоже сделаем 8. Так, сброс у нас был вот здесь вот. Не был, а будет, точнее. Так. Триммер, reset. Мы тут сейчас уберем все оси. Мы оставим только 2. Собственно, галочками вы определяете, какую ось вы хотите сбрасывать. То есть можно сделать, чтобы назначить отдельную кнопку под сброс оси 1. То есть это у нас будет крен. Отдельную под ось 2. В частности, это у нас тангаж, да, и так далее. Или же можно поставить сразу несколько галочек, чтобы у нас стример сбрасывал все оси одновременно. Вам готово. По сути, вот, базовый функционал мы уже завели, и тут, собственно, осталось только пару нюансов, одним из которых является то, что нам необходимо под ось задать функцию работы триммера. Она у нас находится вот на этой вкладке Profile Access, да, Physical Access, и тут вот у нас наши оси, в частности, нас интересует ось под номером 2. Мы вот тут указываем тип
триммера. То есть стоит disable по умолчанию, мы выбираем плюс. Разница в плюс и минус, как будет ось двигаться. То есть, ну, в данном случае это противоход. Если мы задали то, что у нас на кнопку, на хатку, на верхнее положение у нас триммер увеличивается, а вниз, соответственно, уменьшается, то мы выбираем трим плюс. Если мы выберем минус, у нас будет наоборот. Мы даем хатку от себя, у нас триммер уходит на кабрирование, да, а хатка вниз будет, наоборот, на пикирование срабатывать. То есть, ну, нам это не надо, нам нужен трим плюс. Вот. Сохраняем. На вкладке Global, такая лирическое отступление, на вкладке Global Common есть параметры для триммера. Ну, мы их в данном случае не трогаем, потому что они по умолчанию нас устраивают. Тут как работает триммер, насколько быстро он будет двигаться и так далее. Тут вот скорость сбрасывания, либо возвращение в предыдущее значение. Тут по какой он кривой будет двигаться этот триммер. Ну, собственно, оно по умолчанию более чем достаточно. Оно подходит для большинства случаев и, собственно, оставляем все как есть. Вот. Ну и давайте посмотрим, собственно, что у нас получилось. Так, ну вот, собственно, вот у нас ось, да? И триммером мы задаем пикирование, на пикирование, либо на кабрирование. Нажали, вернулось в центр. Ну, тут в центре у меня пружины стоят мягкие, плюс демпферы, поэтому он сам не центрируется ровно в центре, не обращайте на это внимания. Давайте теперь проверим это в ДКС. Так, вот мы в Мираже F1E, F1E. И, собственно, триммер у меня не заданы. Сейчас покажу. Так, вот они триммеры, да? Видим, все пусто, ничего нет. И у нас триммер превосходно работает в игре без каких-либо дополнительных настроек. В самой игре непосредственно. Нажали, вернули в центр. Идеальнейше. С триммером под вертолет немного другая ситуация. Классический триммер, как мы сейчас настроили под самолет, он у нас работать не будет, как вы понимаете. Для вертолета у нас будет использоваться не функция триммирования, а так называемая функция фиксирования оси. То есть давайте что мы сделаем? Давайте, вот это у нас будет кнопка, вот это будет у нас кнопка триммера, пусть так. А это у нас будет сброс триммера. Для сброса фиксированной оси используется та же функция триммер reset, как и для классического триммера. Так, давайте мы сразу забьем это у нас. Триммер reset, оставим все оси по умолчанию. Так, а это у нас было вот это, а вот это у нас кнопочка будет непосредственно отвечать за триммирование. И здесь мы выбираем функцию Fix Axis. У нас несколько режимов есть под этот функционал. Внизу у нас также перечислены оси доступные, которые мы можем этой кнопкой фиксировать. Да? Давайте мы сделаем 1 и 2, то есть крен и тангаж. Доступные функции. Нас в данном случае интересует только вот это FA0. FA1, 2, 3 и DR — это функционал, имеющий различный, так сказать, эффект на фиксируемую ось, но они мало применимы для триммирования, для вертолета, поэтому нас они не интересуют, мы это оставим как-нибудь на потом для отдельного видео, потому что, например, функция DR весьма интересна, мы ее рассмотрим отдельно. То есть нам нужен FA0, и что нам помимо этого важно и интересно еще, это его подфункции. Они у нас находятся на вкладке Global, Common. Вот тут у нас вот есть два окошечка. FA0 мод, 4 доступных мода, да, и Release Time. То есть Release Time — это функция указания задержки срабатывания фиксирования оси. То есть 300 миллисекунд стоит по умолчанию, 500, я считаю, более адекватно. Режимы, подрежимы. Что у нас они дают? M1. То есть это у нас дефолтный режим, и по нему ось фиксируется сразу же. Вот, мы то есть отклонили, нажали кнопку, и у нас ось зафиксировалась в этом положении через вот это вот самое время в 500 миллисекунд, да, в полсекунды. M2 аналогично. Отклонили, нажали, ось зафиксировалась или через полсекунды, или же после возврата ручки в центральное положение. Нас этот режим, собственно, интересует в первую очередь, потому что он аналогичен режиму триммирования в ДКС. То есть у нас есть там, если помните, разные режимы, и один из них называется с возвратом ручки в центр. Вот, собственно, он и есть. Я считаю, он достаточно удобный, потому что вертолет не будет нас кивать сразу там в нос, носом вниз или наоборот вверх при
при использовании режима M1, то есть когда у нас триммер будет мгновенно применяться. Ручка, то есть мы нажали, ручку отклонили, нажали, у нас вертолет оттриммировался, и раз игра считает, что это новый центр у РППУ вертолета, он, соответственно, сразу у нас нос бросает либо вниз, либо вверх. При режиме M3 у нас короткое нажатие на кнопку фиксирует ось в положении, да? Долгое нажатие на кнопку, скажем так, замораживает ось в этом положении. То есть мы сейчас еще эти все режимы все протестим отдельно. То есть мы нажали на кнопку, подержали ее, у нас ось замерла, и ты, как бы мы рукоятку не двигали, у нас ось будет все время на одном и том же положении оставаться. Вот, до тех пор, пока мы снова на эту кнопку не нажмем по-быстрому, коротким нажатием. M4 аналогично, короткое нажатие фиксация оси, долгое нажатие сброс оси в дефолтное значение. То есть, получается аналог ресета. Все функции в моем представлении найдут применение в том же декейсе, да? Они все удобны для использования. Мне M2 больше всех понравилось, потому что это просто давняя привычка полетов на вертолетах в декейсе. M3 аналогичен M2, с разницей лишь в том, что мы при M2 мы возвращаем ручку в центр, чтобы у нас триммер, да, применился, а с M3 мы для этого нажимаем кнопку. Тут уже кому как будет удобнее в данном случае пользоваться. Так, давайте мы сейчас сделаем сначала, начнем с M1. Кнопки мы забиндили и проверим, как это у нас будет работать. Чтобы у нас фиксация по оси работала, нам все так же необходимо задать оси функцию триммера выставить в трим плюс либо в трим минус. То есть у нас по тангажу у нас остался триммер плюс, как мы задавали его для триммера самолетного. То есть нам нужно по крену тоже указать трим плюс. Не забываем это. Без этой установленной функции фиксация оси работать не будет. Так, тест. Оси. Вот мы ось от себя дали, нажали на кнопку, и она у нас зафиксировалась. То есть в данном случае у нас сейчас софт точку фиксации оси считает как центр оси, как виртуальный центр этой оси, да? Нажали на красную, на сброс, вот у нас сбросилось. То есть, как мы видим, да, мы дали ручку на себя, зафиксировали ее, дали ее еще на себя, опять зафиксировали. То есть то, как у нас у вертолета есть. Что мне вот в данном случае, в данном режиме не очень устраивает, то что у нас получается, вот мы ручку отогнули, да, зафиксировали, и вот у нас полсекунды спустя, да, у нас центр, получается, виртуально устанавливается, но он у нас не соответствует физическому центру ручки. Мне потому M2 и нравится тем, что я сам ручку в центр вернул, и у меня после этого непосредственно триммер применился. Вот сейчас у нас работает чисто по таймеру, по тому указанному в 500 миллисекунд релиз тайм параметру. Так, режим M2 также отогнули, нажали, то есть у нас либо прошло полсекунды, да, и у нас триммер применился, сместив центр рукоятки виртуально, да, сейчас мы его сбросим, или же мы отжали, нажали и ручку вернули в центр. Видели, у нас в данном случае сейчас он вообще не прыгнул нисколько, то есть это вот главное отличие между M1 и M2. Еще разок. Дали ручку, сейчас мы зафиксируем, у нас прождем полсекунды, и вы увидите, что вот при непосредственно не меняя положение ручки, у нас виртуальная ось прыгнет вперед. Видите, через полсекунды она прыгнула вперед, и вот это есть тот самый клевок вертолета в игре, который приходится там резко парировать, нафиг это надо. Вот. Если же мы отжали, нажали и тут же вернули рукоятку в центр, собственно, у нас этого самого кивка не будет. То есть у нас получается при возвращении в центр у нас физический центр рукоятки соответствует виртуальному центру. Нажали, вернули. Кивка нет. M3. Также, да, отжали от себя, короткое нажатие, установили триммер. Да? Долгое нажатие. Все, видите, у нас ось зафиксировалась. И что бы мы с ручкой не делали, она остается вот в том самом положении, где мы долгое нажатие применили. Нажали коротко, функционал рукоятки вернулся. Удобная, по мне так, функция, к ней нужно привыкание, по мне так, она проигрывает M2, но тут, опять же, что уже кому как индивидуально лучше и что подходит. То есть что мы можем сделать, да? Мы ручку отогнули, нажали, вернули в центр, еще раз нажали. Все, и вот у нас, опять же, мы тем самым избегаем клевка вертолета, либо опускания носа, либо задирания его. Главный минус, конечно, в этом то, что немного долго все происходит, получается. То есть значительно проще вернуть просто ручку в центр, да, и применить триммер. И в момент, когда триммер применяется, чем там нажать, задержать, отпустить, снова нажать. То есть нужно как-то в голове все время держать. Вот, по мне так, по этой причине M3 проигрывает M2. M4 также мы отдали от себя, нажали, оттриммировали ось, да.
Долго нажать, я это немного неверно сказал про мод F4, это не столько сброс режима F0, сколько сброс фиксации центрального положения виртуальной оси. То есть мы, зажав триммер, мы можем ручку при этом двигать, да, отпустили, это стало новым положением триммера. Понимаем, да, о чем речь? То есть мы можем переместить, нажать, либо, удерживая кнопку, переместить, отпустить. И триммер, собственно, зафиксируется. В режиме M2 либо M1 так работать не будет. Если мы ось оттриммировали и при этом зажали кнопку триммера и ось двигаем, у нас, как видим, виртуальная ось вообще никак не перемещается. Вот, то есть тут триммер будет работать непосредственно вот при нажатии, при кратковременном нажатии на кнопку. Ну и теперь давайте непосредственно проверим это на вертолете в ДКС. Так, вот значит наш К-50. Давайте мы снова зайдем в настройки, я покажу то, что у меня не заданы никакие триммера. Вот видите, триммер у меня ничего не стоит, ни на сброс, ни на установку триммера. Вот, то есть вот мы летим, давайте мы отогнем вот ручку там, не знаю, влево или там от себя, например. У нас режим М2, нажали кнопку, вернули ручку в центр, все. В игре у нас все зафиксировано, ручка при этом стоит у нас в физическом центре, да. Сбросили. Дали от себя. Опс, ругается. Нажали. Ручка в центре физическом, но она у меня стоит неровно, опять же, повторюсь, из-за мягких пружин. Вот, в игре она у нас наклонена влево и от себя немного. То есть ее там вертолет выровняли, опять нажали, триммер установился. Красный сбросит в центр. При этом совершенно не важно, какой режим триммирования у нас выбран для вертолета в настройках ДКС. Так, где К-50. Вот, то есть тут, может быть, вы можете тут выбирать все, что угодно. То есть он будет триммирование через, скажем так, аппаратное триммирование будет работать у нас одинаково при любом выбранном режиме триммирования непосредственно в самой игре. На этом все, мальчишки и девчонки. В очередной раз мы дополнили наш, так сказать, верпиловский опыт полезной функцией могучего ВКБшного софта. Дальше больше. Очередной вопрос из зала. А что делать, если я хочу использовать самолетный триммер и вертолетный триммер на одной и той же хатке, если функционал у них разный? Что делать? Ну, для этого мы можем использовать функцию шифта, либо модального галетника. Но это тема для отдельного видео. Не пропустите.